Всем привет! Думаю, вы и так знаете на весь мир популярную группу Korn, в том числе ее участников. И в этом видео я хотел бы поговорить про одного из их участников, а именно гитариста Брайана Хэд Уэлча, чья судьба в группе сложилась не очень должным образом. До создания группы жизнь Брайана была довольно своеобразной. Хороший дом, полная семья, открывшая в Бейкерсфилде сеть грузовых остановок, и старший брат Джефф, с которым он проводил большую часть детства. С возрастом братья все больше отдалялись друг от друга, и впоследствии Брайан начал интересоваться музыкой, благодаря его крестному отцу. Изначально он хотел играть на барабанах, но из-за нежелания отца слушать стук барабанов в своем доме, Брайан выбрал электрогитару. С подростковым возрастом Брайан начинал уже лучше играть на гитаре, а когда не играл, то смотрел ужастики. Также не могу не упомянуть то, что в это же время Брайан впервые попробовал наркотики, а именно марихуану, но в последующие года интерес к наркотикам временно сошел на нет. Если вести разговор насчет старшей школы, то стоит упомянуть отца Брайана, который любил выпить и мог взбеситься из-за любой мелочи. Вследствие чего Брайан боялся конфронтации с отцом и чувствовал себя слабым. Из-за этого страха Брайан зажался в себе и мог позволить ребятам покрупнее избить его, даже не защищая себя. Так Брайан начал вымещать свою агрессию, находясь один дома, представляя различные жестокие фантазии, где он их избивает. Этот момент из жизни Брайана, как я считаю, стал ключевым к его дальнейшей жизни, о которой далее и пойдет речь. До создания конечной группы Korn Брайан был знаком с Реджи Арвизу, Джонатаном Дэвисом и Джеймсом Шаффером. Но до Korn самая первая группа у Брайана была Пьеркт, то есть проколотые. В ней был Брайан, его друг со средней школы, Реджи и Рон, который стал вокалистом. Но после первого выступления он ушел из-за его собственной семьи, из-за чего группа Пьеркт распалась. Также не могу не упомянуть то, что во время существования группы у Брайана была девушка Шеннон, к которой он относился довольно эгоистично и часто ее контролировал. И впоследствии наступила точка кипения, в результате которой они расстались. После Пьеркт была еще группа Той, но она также быстро распалась. В итоге, после нее появилась более известная группа LPD, в которой были уже Джеймс, Дэвид, Реджи и вокалист из ранее упомянутой Той Ричард Моррил, решивший переехать в Лос-Анджелес. Группа выпустила всего один EP и один альбом и распалась из-за наркотической зависимости Ричарда. После того, как Брайан был снова в Бейкерсфилде, была последняя группа перед Korn под названием Creep, в которой вокалистом был Кори Кинкью. По возвращению Брайана было решено взять нового вокалиста. И вот уже тогда группа, благодаря присоединению Джонатана Дэвиса, стала группой Korn. Пробы Джонатана Дэвиса прошли успешно, и впоследствии с продюсером Россом Робинсоном выпустили демо-альбом, а затем и их первый и самый популярный одноименник Korn. Так где-то до 2003 года шла популярность Korn, а в этой популярности были наркотики, выпивка и печаль о настоящем. Хэд и его жена Ребекка до развода оба часто принимали наркотики, пили и ссорились, вследствие чего разошлись. Но ребенок Джинни осталась у Хэда. Хэд понимал, что если он продолжит карьеру гитариста и употребление наркотиков, то станет еще хуже. В итоге Хэд уходит из группы в 2004 году, что на то время потрясло всех фанатов Korn. Но сам Хэд не сразу начал верить в Бога. В целом, он чувствовал некую связь с Богом еще с детства, благодаря его другу Кевину, который был в христианской семье, где Хэд был частым гостем. Но последним проводником к Богу стал Эрик, который посоветовал Хэду читать Библию и ходить в церковь, под предлогом того, что Бог примет любого, несмотря на то, что он сделал и очистит от душевной грязи. Постепенно у Хэда появилась мерзость от наркотиков, и вследствие чего он смыл все пакетики, которые у него были, в унитаз.
Во времена, когда Хэд пытался сосредоточиться на Боге, то очень много журналистов хотели взять у него интервью, отчего Хэд был не в восторге. Но ближе уже к 2007 году Хэд вышел на свет. По его словам, был полностью чист от всех плохих вещей, которые были с ним, поучаствовав в интервью с I'm Second и выпустив книгу Save Me From Myself. Участники Корн были не в восторге от поступка Хэда, потому в альбоме Untitled, вышедшем в том же году, посвятили Хэду 2 трека, смысл которых выставить его как обычным дурачком и религиозным фанатиком. Но они выпустили эти треки, даже не читая ту самую книгу. В итоге Хэд прислал им копии книг с извинениями, и все стало на круги своя. И, к слову, в 2008 году Хэд выпустил тоже музыкальный альбом с тем же названием Save Me From Myself. Далее, в 2012 году появилась группа Love and Death, которая активна и по сей день, являясь сайд-проектом Хэда, который был выпущен на данный момент 1 EP, 2 альбома и лайв-альбом. В начале своей карьеры группа характеризовала себя как христианский метал, но со временем группа отошла от христианской тематики. И затем в том же году Хэд возвращается в Корн. Последнее, что я могу упомянуть, так это фильм 2018 года Loud Crazy Love. Это документалка, повествующая эту же самую историю, но при участии Хэда, Дженни и других людей, рассказывающие, что они чувствовали в тот момент и как в дальнейшем все сложилось. На этом моменте я заканчиваю свой краткий рассказ. История Хэда для кого-то может быть поучительной и интересной, а для кого-то может быть и негативной. В любом случае, я сделал это видео для того, чтобы люди узнали, возможно, что-то новое для себя про гитариста популярной группы Корн.